Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об альбатросах. Что мы знаем о них? Ну, что это большие морские птицы, это понятно. Летают над океанами, наверное. Еще слышали, что у них огромные крылья. Но вот насколько огромные? И живут они где-то далеко, там где холодно. Или где тепло. А может, это просто большие чайки? Скорее всего нет. Ведь видео о чайках было, а там об альбатросах ни слова. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этих удивительных птицах поподробнее. Поехали! Альбатрос действительно не чайка. Альбатрос и чайка – две морские птицы, но их образ жизни и приспособления к нему отличаются принципиально. Прежде всего потому, что альбатрос – океаническая птица, а чайка – прибрежная. Альбатросы проводят почти всю жизнь в открытом океане, нередко в тысячах километрах от берега. Их длинные узкие крылья приспособлены к динамическому парению над волнами. Птица часами летит, почти не двигая крыльями, используя силу ветра. Они возвращаются на сушу только для гнездования, выбирая удаленные острова без наземных хищников. Чайки же связаны с берегом. Они летают над морем, но почти всегда в пределах видимости суши. И питаться разнообразной добычей, включая то, что находится в городах. Эта разница океан против берега определяет все: анатомию, стратегию полета, ареал и поведение. Альбатросы – мастера дальних океанических перелетов, зависимые от ветровых поясов, а чайки – универсалы, легко приспосабливающиеся к разным условиям, но не уходящие далеко в море. Поэтому, хотя обе птицы морские, их экологические ниши почти не пересекаются. И если чайка относится к отряду ржанкообразных, то альбатрос относится к отряду буревестникообразных или трубконосых. Сюда относятся буревестники, кочурки и, конечно же, альбатросы. И у них есть свое собственное семейство. Это семейство альбатросовых, в котором 4 рода. И на них мы обязательно посмотрим. Большие альбатросы – это самые крупные представители семейства и рекордсмены по размаху крыльев до 3,5 метров. Да что там семейство, они являются абсолютными рекордсменами в мире среди птиц. Их крылья длинные, узкие, идеально приспособленные для парения над океаном. Представители рода странствующие и королевские альбатросы проводят месяцы в открытом море, нередко совершая кругосветные перелеты. Гнездятся на удаленных субантарктических островах: Южная Георгия, Кразе, Макуори, Кэмпбелл. Белоснежное оперение со временем становится почти полностью светлым, хотя молодые птицы имеют больше черных перьев на крыльях. В полете они используют силу океанских ветров, скользя над волнами часами без единого взмаха крыльев. Чуть меньше больших альбатросов малые, но все же они крупные птицы. Размах крыльев до 2,5 метров. Окраска у них более разнообразная, от белоголовых до темноголовых форм, часто с контрастными бровями. Они легко узнаются по резкому контрасту черных и белых перьев и выразительной маски на голове. Род распространен в умеренных и субантарктических водах. Колонии расположены на островах Кергелен, Кразе, Фолклендских островах и Южной Георгии. Дымчатые альбатросы – наиболее изящные и темные представители семейства. Оперение бурое или почти черное, размах крыльев до 2 метров. Обитают в суровых водах субантарктики и Антарктики. Гнездятся на скалистых утесах островов Кразе, Принц Эдуард и Гоф. В полете выглядят как темные стрелы, стремительно скользящие над бурным морем. Благодаря особой форме крыльев способны совершать резкие повороты и лавировать среди сильных порывов ветра. Но не все альбатросы хозяева южного полушария. Род северных альбатросов приспособился к более теплым и сезонным морям. Это единственные альбатросы, обитающие в северном полушарии. Живут в северной части Тихого океана, встречаясь у Гавайских островов, Японии, Аляски, Мексики и Галапагосов. Крупные, но меньше южных
южных гигантов. Размах крыльев около 2 метров. Оперение варьирует от почти белого до темно-бурого. Они также летают на большие расстояния, совершая масштабные миграции между колониями и кормовыми районами. И казалось бы, альбатрос – океаническая птица, но их не встретить в Атлантике, а этот океан не маленький. Действительно, альбатросы не живут только над Атлантическим океаном или встречаются крайне редко и не образуют там постоянных колоний по одной важной причине – историческая и экологическая изоляция. Эти птицы эволюционно закрепились в Южном океане, Индийском и Тихом, где мощные ветра ревущих 40-х и воюющих 50-х обеспечивают идеальные условия для их парящего полета. Атлантика же, особенно в северной части, уже миллионы лет не прилагала им таких стабильных ветровых коридоров и безопасных гнездовых островов. В Южной Атлантике колонии есть лишь на периферии: Фолклендские острова, Южная Георгия, Тристан-де-Кунья. Центральная и Северная Атлантика слишком закрыты для их миграции. Мало изолированных безлюдных островов, больше хищников и человеческого присутствия. В итоге альбатросы стали океаническими кочевниками Тихого, Южного и Индийского океанов, а Атлантика для них скорее транзитный маршрут, чем дом. И для альбатроса главное — крылья. Это ключ к самому его существованию. Крылья узкие, длинные, жесткие, с особой формой, которые минимизируют сопротивление воздуха. Альбатрос использует два основных типа парения, и именно они позволяют ему преодолевать тысячи километров, почти не расходуя энергию. Первый — это динамическое парение. Это особая техника, при которой птица использует разницу в скорости ветра у поверхности воды и выше. Альбатрос поднимается под углом, пересекая границу слоев, затем разворачивается и скользит вниз по ветру, набирая скорость. Такой цикл повторяется снова и снова, превращая ветер в бесплатную энергию для полета. Второй — это парусное парение. Оно применяется, когда есть постоянный боковой или встречный ветер, и альбатрос летит, слегка наклонив крылья, как парусная лодка. Ветер обтекает их, создает подъемную силу и помогает держаться в воздухе без взмахов. Эти методы работают только в определенных условиях, при наличии ветра. В штиль альбатросу приходится активно махать крыльями, что быстро утомляет, поэтому его маршруты подчинены ветровым поясам, а зоны безветрия, вроде экваториального штиля, он старается пересекать как можно быстрее. Такой планерный стиль потребовал перестройки не только крыла, но и всего тела. Грудные мышцы меньше, чем у активных машущих летунов, а плечевой пояс жестче, чтобы выдерживать парусную нагрузку. Каждый год по такому принципу альбатросы совершают вояж в 20 тысяч километров. Эти огромные морские птицы энергию на махание своими немаленькими крыльями попросту не тратят. Альбатросы разгоняются до сотни километров в час без единого взмаха крыла. И представьте, что каждое крыло альбатроса примерно с вас. При этом весит альбатрос немного. Например, близкий ему по размеру анский кондор весит вдвое больше. И длинные узкие крылья альбатроса в сочетании с относительно небольшой массой позволяют без особых усилий парить над водной гладью, используя воздушные потоки, возникающие при взаимодействии морских волн и атмосферы. Оставаться в полете странствующие альбатросы могут часами. В полете они проводят большую часть жизни. Известны случаи беспосадочных перелетов длиной более 1000 километров, совершенных альбатросами. В среднем альбатрос пролетает 400-500 километров за сутки, без остановки и почти без отдыха. Долгое время орнитологи спорили, как альбатросы могут проводить недели, месяцы в открытом океане, практически не садясь на воду. Ответ дали исследования с миниатюрными регистраторами мозговой активности и движения. Эти птицы способны спать в полете. Сон при этом однополушарный. Одно полушарие мозга засыпает, другое остается активным, чтобы контролировать полет и реагировать на изменения ветра. Такие микросны могут длиться от нескольких секунд до минут и складываться в полноценный отдых за сутки. Это позволяет альбатросам использовать хорошие ветровые условия круглосуточно
бесконечно, не теряя времени на длительные остановки. По сути, крылья — это и двигатель, и парус, и спасение. Без них альбатрос перестанет быть тем, кем он является, символом бескрайней свободы океана и непревзойденным мастером дальнего полета. Да и перья альбатроса по-своему уникальны. Они чрезвычайно плотные и водоотталкивающие, что жизненно важно для птицы, проводящей месяцы над океаном и часто сидящей на воде. На каждом перье есть слой жировых выделений из копчиковой железы, который делает их почти непромокаемыми. Контурные перья создают обтекаемую форму крыла, минимизируя сопротивление воздуха, а прочные маховые перья выдерживают огромные нагрузки при парении в штормовом ветре. Линька у альбатросов растянутая постепенная, чтобы не терять способность летать. Таким образом, их оперение — это высокотехнологичный костюм, от которого напрямую зависит выживание в океане. А первые мореплаватели считали, что у альбатроса просто нет ног, поэтому птица всю жизнь проводит в воздухе. Хотя лапы, конечно же, есть. Лапы у него короткие и сильные, расположены далеко сзади на теле. Классическая особенность птиц, приспособленных к жизни в открытом море. Такая позиция делает их плохими ходоками на суше. По земле альбатрос передвигается неуклюже, чуть переваливаясь. Зато в воде лапы работают как мощные весла. Пальцы соединены перепонками. Это помогает уверенно держаться на волнах и отталкиваться при взлете с воды. Во время разгона для взлета альбатрос разбегается по поверхности, делая широкие шаги и сильно работая крыльями, пока не наберет нужную скорость. Цвет лап зависит от вида. У лайсанских альбатросов они темно-серые, у королевских розоватые, а у некоторых голубоватые. Интересно, что на суше лапы альбатроса нужны в основном для гнездового периода. Перемещаться между гнездами, ухаживать за партнером и защищать территорию. Все остальное время они инструмент морской жизни, а не наземной. Помимо крыльев и лап, его строение и образ жизни полны исключительных особенностей. Во-первых, у него есть трубчатые ноздри. Характерная черта всех буревестникообразных. Эти выросты на клюве содержат мощные обонятельные рецепторы, позволяя птице чувствовать запах корма на расстоянии километров. Для морской жизни это редкое преимущество. Во-вторых, альбатрос обладает солевыми железами над глазами. Они выводят излишки соли из организма, что дает возможность пить морскую воду и питаться соленой морской пищей без вреда. В-третьих, у него одна из самых преданных брачных стратегий в мире птиц. Пары сохраняются на всю жизнь. Брачные танцы с синхронными поклонами и щелканием клювами могут отрабатываться несколько лет, пока молодые птицы выбирают партнера. Кроме того, альбатросы долгожители. Многие доживают до 60 лет, а рекорд принадлежит лайсанской самке по имени Виздом, которая в возрасте более 70 лет продолжает выводить птенцов. И, наконец, их навигационные способности уникальны. Они ориентируются по Солнцу, звездам, поляризации света и магнитному полю Земли, возвращаясь к одной и той же колонии спустя годы и тысячи километров странствий. Альбатросы в своих странствиях предпочитают соблюдать белковое меню. Свежайшие морепродукты в виде рыбы, ракообразных, кальмаров и прочих моллюсков всегда присутствуют во время их морского кругосветного круиза. В давние времена, когда корабли были попроще, для моряка увидеть парящего альбатроса не очень хорошая примета. Обычно появившиеся в воздухе птицы всегда служат верной приметой близости суши. Ведь как бы далеко не улетали в море чайки, фрегаты или бакланы, они обязательно возвращаются на берег. Но если в море увидишь парящего огромного альбатроса, значит до земли еще очень далеко. Это связано с интересной особенностью. Альбатросы часто кормятся в районах с очень глубокой водой, потому что именно там формируются богатые кормовые зоны благодаря океанографическим процессам. Главная причина – апвеллинг – это подъем глубинных вод океана к поверхности и встреча течений. В открытом океане вдали от берегов есть места, где глубинные холодные питательные воды поднимаются к поверхности. Эти воды насыщены азотом, фосфором и другими веществами, которые стимулируют бурный рост фитопланктона. Планктон привлекает мелкую рыбу и кальмаров, а за ними прилетают и альбатросы. В
Вторая причина – океанические фронты. Это линии, где встречаются массы воды с разной температурой и соленостью. На таких границах концентрируется много пищи, и альбатросы, обладающие отличным зрением и обонянием, находят их с огромных расстояний. Кроме того, в глубоководных районах меньше конкуренции со стороны прибрежных птиц и меньше риска столкнуться с хищниками, обитающими у берегов. Альбатросы не ныряют глубоко, добычи у них хватают с поверхности, но именно в зонах глубокого океана часто оказывается много рыбы и кальмаров, вынесенного течениями или поднимающейся ночью из глубины. Поэтому такие места для них настоящие столовые в бескрайней морской пустыне. Как только альбатрос замечает потенциальную добычу, его поведение резко меняется. Из плавного парящего полета он переходит в стремительное, почти вертикальное пикирование. Огромные крылья прижаты к телу, чтобы снизить сопротивление воздуха, и птица набирает скорость, словно стрелой пронзая ветер. Мгновение, и она касается воды, продолжая движение уже под ее поверхностью. Альбатрос способен нырнуть на глубину более 5 метров, используя инерцию падения и мощные движения лап. Там, в толще воды, он хватает добычу клювом и снова вырывается на поверхность, взлетая обратно в свое воздушное пространство, будто короткое погружение было лишь частью бесконечного танца с океаном. Так они в основном и кормятся, хотя некоторые виды не брезгают и падалью. Но сколько бы альбатросы не летали в бескрайнем океане, они возвращаются на сушу для размножения. Дела семейные у пернатых гигантов начинаются с поиска своей ненаглядной. Примерно в ноябре-декабре. Альбатросы моногамны, но при этом свободное от семейных обязанностей время птицы проводят раздельно. Причем так далеко друг от друга, что ради воссоединения им буквально приходится огибать земной шар в субантарктических широтах. Известны случаи, когда пернатые преодолевали 2000 километров, чтобы прилететь на остров к своей любви. После долгих месяцев разлуки, проведенных в одиночных странствиях над бескрайним океаном, альбатросы снова собираются в колонии. Чаще всего первым к месту встречи прилетает самец. Он занимает старое гнездо или площадку, приводя ее в порядок. Разглаживает подстилку, поправляет травку, убирает мусор, принесенный ветром. Его присутствие – это сигнал для самочки, что все готово к новому сезону. Когда она появляется на горизонте, начинается долгожданная встреча, полная ритуалов, звуков и движений, которые укрепляют их союз и подтверждают неизменную преданность. Но встреча с партнером – это нечто большее. Среди множества таких же огромных птиц им нужно безошибочно узнать свою половину. Для этого у каждой пары есть собственный уникальный язык, сложная комбинация звуков, движений, поз. Они раскланиваются, синхронно качают головами, щелкают клювами и издают протяжные крики, которые слышны далеко за пределами колонии. Это ритуал проверки и укрепления связи, отточенного за годы совместной жизни. Ведь за время долгой разлуки инстинкты зовут к осторожности. Нужно убедиться, что перед тобой действительно твой спутник, а не случайный сосед. Такие танцы и песни становятся выражением радости встречи и подтверждением верности, основного фундамента долгого союза альбатросов, для которых любовь и партнерство на всю жизнь. Ну а результатом этих стараний становится единственный смешной птенец, пока еще не похожий на своих родителей. За ним они следят по очереди. Один сидит с любимой деткой, другой улетает на поиски вкусной белковой пищи. Но меню малыша особенное. Помимо рыбы ему достается густая жирная масса, смесь воскоподобных веществ, липидов и крайне едких триглицеридов. Этот морской суп настолько пахуч, что взрослые альбатросы используют его как оружие. Метким плевком они способны отпугнуть назойливого хищника или конкурента. Для птенца же этот ароматный коктейль – ценнейший источник энергии и строительных материалов для быстрого роста. Он терпеливо принимает каждую порцию и стремительно прибавляет в весе, превращаясь из пушистого комочка в будущего хозяина океанических ветров. Гнездовой период у альбатросов беспрецедентно долгий. Птенцы покидают гнездо через 150 дней.
у мелких видов или до 300 у странствующего альбатроса. То есть птенец альбатроса проводит в гнезде до 10 месяцев, а половой зрелости достигает только к 5-10 годам, пока он не найдет свою вторую половинку. Это один из самых долгих детских периодов среди птиц. За время, проведенное в гнезде, птенцы альбатросов успевают дважды полностью перелинять, заменив мягкий пух на прочные водоотталкивающие перья. Этот процесс идет параллельно с интенсивным набором массы. Благодаря питательному корму и заботе родителей, вес молодого альбатроса нередко превышает вес взрослой птицы. Своеобразный запас на будущее. Такой избыток энергии жизненно важен. Покинув гнездо, птенец сразу отправляется в открытый океан, где его ждут долгие перелеты и самостоятельная охота. Лишний вес постепенно уйдет в первые месяцы кочевой жизни. Но именно он даст молодому альбатросу шанс пережить первые трудные недели без родительской поддержки. Да, первое время папа и мама будут навещать дитё раз в несколько дней, но затем начнут исчезать на целые недели. Все это время юный альбатрос растет и развивается за счет жировых отложений. Воспитание птенца заканчивается тем, что родители окончательно покидают гнездо, а птенец остается. Он может провести в гнезде еще несколько дней или недель, пока не закончится линька. Затем птенцы самостоятельно отправляются на берег, где еще некоторое время разрабатывают взмахи крыльями. Вскоре молодежь покидает родной остров и отправляется в самое долгое странствие в своей жизни. Домой они вернутся минимум через 5 лет. Да, когда альбатросы покидают гнездовье, они могут годами не появляться на суше, но возвращаются точно в ту же колонию, где родились, а иногда даже на то же гнездовое место. Ученые обнаружили, что колония для них это не просто место размножения, а своего рода реперная точка в огромном океане. Молодые птицы во время первых лет кочевок запоминают расположение колонии относительно ветровых поясов, течений и других ориентиров и используют это знание всю жизнь. Возможно, в этом участвует комбинация магнитного чувства, обоняния и зрительной памяти. Так они и живут. И эта привязанность к родным колониям передается из поколения в поколение, сохраняя непрерывность жизни вида. Так альбатросы проживают свою долгую жизнь, соединяя воедино безбрежные просторы океана и точку на карте, которую они навсегда называют своим домом. И казалось бы, все хорошо, и с первого взгляда современная численность альбатросов выглядит внешне внушительной. Это десятки и сотни тысяч особей на колонию. Но если смотреть в масштабе всей планеты, картина тревожная. Общая численность всех альбатросов вместе оценивается примерно в 4 миллиона особей. Но эта цифра обманчива. Львиная доля приходится на 2 массовых вида, тогда как редкие стоят на грани исчезновения. Основные угрозы — это прилов в ярусном рыболовстве. Птицы гибнут, зацепившись за крючки. Пластик, завоз хищников на острова — это крысы и кошки, деградация мест гнездования и изменение климата. В свое время альбатросы стали жертвами не только природных опасностей, но и человеческой моды. Их ловили вовсе не ради мяса, ценились их длинные белые перья, из которых делали украшения для дамских шляпок. Популярный аксессуар конца 19-го, начала 20 века. Поймать такую птицу было совсем несложно. Моряки знали простой и варварский способ. На большой рыболовный крючок насаживали кусок сала и бросали снасть за борт на длинном прочном шнуре. Доверчивые альбатросы, привыкшие подбирать пищу с поверхности воды, заглатывали наживку и оказывались в ловушке. Этот метод был массовым и крайне разрушительным, поскольку альбатросы размножаются медленно, откладывают всего одно яйцо раз в год или два. Любое значительное сокращение численности быстро отражалось на всей популяции. В результате промысла ряды странствующих альбатросов заметно поредели, а некоторые колонии исчезли полностью, став напоминанием о том, как легко человек способен подорвать баланс даже самых далеких от него экосистем.
А ведь альбатросы – одни из самых величественных и красивых морских птиц на планете. Их огромные крылья созданы для того, чтобы обнимать океанские просторы, а полет – это поэзия движения, где каждое скольжение над волной выверено до мельчайших подробностей. Они соединяют в себе силу изящества, верность и свободу. Всю жизнь путешествуют по океану, но неизменно возвращаются к одному единственному партнеру и родной колонии. Белоснежное оперение с четкими контрастами, уверенный взгляд и способность пересекать целые океаны без остановки сделали их символами дальних странствий и романтики моря. Но за красотой скрывается хрупкость. Альбатросы уязвимы перед изменениями климата, рыболовством и мусором в океане. И сохранить этих птиц значит сохранить дух открытого моря, где человек лишь гость, а альбатрос его вечный хранитель и свидетель. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.